Ребята, всем привет! Я думаю, вы уже догадались, где мы. Мы приехали в Будву. Сейчас я вам расскажу, как вообще мы купили билеты, как мы доехали и мои впечатления о поезде. Пока рассказываю, я буду краситься. Так как у нас с Андреем должен быть в ближайшее время визаран, мы решили эту поездку соединить с таким мини-путешествием. Купили билеты на поезд, у нас был выбор поехать на автобусе либо на поезде. Мы примерно купили их за дня 2-3, поехали на центральный железнодорожный вокзал, мне кажется, он один в Белграде, подошли к кассе, ну и, собственно, выбрали направление. Изначально мы чуть-чуть перепутали даты, потому что мы уезжали в ночь, и первый раз нам, кажется, хотели продать на 3 число, но в итоге все мы переиграли и купили билет на 4 марта. Билеты стоили 6 динар. Мы выбрали купе, где по 4 места. Там есть выбор. Вы можете купить купе, где 2 места, купе, где 4 и купе, где 6 мест. И, кажется, там еще были сидячие, но за них мы вообще не узнавали. Нам дали билеты, мы сначала вообще не поняли, указаны ли там места или нет, но, как оказалось, там не указано никаких мест, там просто указан твой вагон. Мы приехали на вокзал сегодня за час, но на самом деле не стоит так рано приезжать, потому что сам поезд приехал за примерно 20 минут до отправления. Поезд, конечно, выглядел очень интересно, назовем это так. Я видела, мы смотрели в интернете с Андреем, как выглядят поезда, и он весь такой старый, в граффити. Я сюда буду прикреплять видео сопровождения, как это все выглядит. Мы чисто случайно решили зайти в первый попавшийся вагон, и потом, как выяснилось, этот вагон оказался наш. Оказывается, на самих билетах вначале пишут номер рейса, у нас был 433, кажется, и потом в буквах пишут номер вагона и что-то в этом роде, но мы даже об этом не знали. И так получилось, что мы чисто случайно сели в наш вагон. Когда ты садишься в сам поезд, мужчина, который типа проверяет твои билеты, он тебе сам говорит место и номер койки, и ты туда ложишься. С нами ехал один парень молодой, и другой мужчина, он просто лег спать и вообще с нами не говорил. Сначала мы чуть-чуть поговорили с ним, было очень мило и интересно. Потом мы пытались лечь спать, но я не спала до 3:30, потому что мне сначала было очень жарко, потом накануне я приболела, потому что мы с Андреем ходили на футбол, и я постоянно шмыгала, мне казалось, что я могу всех разбудить, и в итоге я до границы вообще не спала. Сам пограничный контроль был в 2 городах, получается, примерно на границе в Сербии и от границы в Черногории. Но вот эти города, они расположены не прямо на границе, а достаточно на большом расстоянии. То есть примерно мы ехали от одного города до другого час, и было как-то это очень неудобно. Казалось, что тебя постоянно будет, потому что в середине я уже заснула. И, кстати, если вы ездите на поездах, обратите внимание, что поезд всегда приходит не вовремя. Наш поезд, например, опоздал на 2 часа. Связано это с тем, что дороги очень старые, их бывает заваливает камнями и все такое. Поэтому рассчитывайте на то, что ваш поезд, скорее всего, придет с задержкой. После того, как мы прошли эту пограничную зону, в целом уже к утру я практически уснула и проснулась от того, что резко начало светить солнце. И, конечно, все вот это ощущение, когда ты в таком не очень хорошем поезде едешь, и утром тебя встречает такой замечательный вид, все это, конечно, быстро забывается, и ты думаешь, блин, как круто, как красиво. Я сюда прикреплю опять видео, как это выглядит. Сам поезд, конечно, очень старый. Мне кажется, что там были такие двери световые, я не помню, я их сняла или нет, но вот эти двери, как у нас в купе, они были просвечивающиеся, и из-за них очень светило в лицо фонарями или там солнцем, когда уже было утро. И сам поезд был очень старый. Туалет был, который, ну, похож на наш туалет РЖД, только он был еще хуже.
Он даже не закрывался, поэтому мне пришлось ходить с Андреем в туалет. Туалетки там, естественно, не было. И в целом, я думаю, если бы мы поехали летом, наверное, это было бы намного жестче, потому что в целом в поезде не было жарко, но все равно было некомфортно, то есть температура там непонятна. Хорошо, что мы в целом не замерзнули, но мне кажется, за это время мы успели как-то вспотеть. И изначально, кстати, мы планировали вообще поехать в зимних куртках, потому что в Сербии было, мне кажется, достаточно холодно. После того, как мы приехали, мы купили билет на автовокзале в Баре, то есть на поезде мы доехали до Бара, и потом... Когда мы только вышли с поезда, мы поняли, что у нас нет интернета. Наш сосед по купе подсказал нам, куда идти. Если вдруг у вас не будет интернета, вам нужно просто выйти с вокзала и пойти прямо. И с правой стороны вы найдете автовокзал. Это выглядит все как такой синий загон. Вообще супер непримечательно. Может даже показаться, что там все заброшено. Кажется, я там ничего не снимала. В интернете было написано, что поезда с Бара до Будвы ходят каждые 30 минут, но из-за того, что не был туристический сезон, они ходили, кажется, каждые 2 часа. В итоге мы купили билет на ближайшее время, и у нас еще оставалось пару часов, и мы решили прогуляться. С собой у нас был небольшой чемоданчик. Мы дошли до центра Бара, там выпили кофе, чуть-чуть посидели. И не спеша пошли обратно, водитель приехал вовремя. Мы, кстати, ехали не на автобусе, а на маршрутке. Билет из Бара до Будвы стоил 11 евро на двоих, а билеты из Белграда в Бар на поезд стоил 6000 динар, кажется, я об этом уже сказала. Вот такие дела, девочки. Мы приехали, заселились. Номер очень классный. Сейчас попозже сниму вам рум-турчик. Думаем сегодня погулять по Будве, дойти до вот этого отдельного острова. И завтра, может быть, мы поедем в Котор, но мы еще не знаем. И послезавтра у нас уже выселение. Сниму вам быстрый обзорчик. Итак, такой у нас вход. Сразу с видом на море. Такое у нас имеется зеркало. А ванну, кстати, душ очень прикольный. Туалет. Это уже мы раскидали вещи. Телек, который мы не будем смотреть. Большая кровать. Там был выбор. Можно выбрать было отдельные кровати и невидовое окно. Но мы выбрали с видом, конечно же, зеркало. И давайте посмотрим, на что выходит наш номер. Короче, вот такой вид просто офигенный. Мне кажется, там люди просто так живут, потому что там такие вещи, как будто это не гостиница. Конечно, здесь у нас есть стройка, но если сместить камеру вот так, представить, что играют птички, они машины ездят, то в целом вид очень клевый. Я уже пофоткалась, сняла видосики. Стоимость такого номера, кажется, 75 евро. У нас еще включен завтрак, и мы, получается, здесь будем ночевать 2 ночи. И, кстати, в этом отеле есть спа и бассейн. Я думаю, может быть, завтра или послезавтра мы туда обязательно сходим, и я тоже подсниму вам. Показываю. Мы пришли в какой-то очень прикольный местный ресторан. Называется он вот так, кажется. Заказали мидии в сырном соусе. Я надеюсь, это очень вкусно. Андрей уже съел суп. А мидии стоят 15 евро. Мы наконец-то вышли на набережную. Посмотрите, какой вид. Но мы еще, кстати, не дошли до старого города. Хотела показать вам наш отель. Вот это он. Я думаю, это он. Ну, либо второе такое же здание. И вот такой замечательный вид на набережную. Но здесь, кстати, нет, мне кажется, прогулочной зоны, кроме вот этой. Хотя, может быть, мы сейчас дойдем, но как будто бы я издалека видела пляж, но он был в той стороне. Вышли на центральную улицу, и, конечно,
конечно, здесь просто миллион людей. Причем сейчас, мне кажется, не туристический сезон. Я так понимаю, это ратуша. И если вы заметите, везде просто русская речь. Это так странно. Это что за булочка такая умная? Умная булочка, вы посмотрите. Он даже не двигается. Ну ты хотя бы моргни. Малыш. Сейчас попробуем зайти вот в эту ратушу, если это ратуша, потому что видно, что люди как будто бы туда заходят бесплатно. И здесь ничего не написано. Зачеркнуто, типа, нельзя фоткать, но я постараюсь что-то снять. Зашли в какой-то музей. Сейчас я вам покажу. Музей называется Цитадель. Здесь есть библиотека и просто музей. В общем, вот так он выглядит, находится на набережной. Вход стоит 4, кажется, евро. И работает музей до 5 часов. Внутри будут очень прикольные локации для фотографий, для видео. И так как вход платный, людей здесь не так много. И, блин, очень красиво. Сейчас я вам буду все показывать. Заходим в библиотеку. И самое крутое, что здесь никого, просто никто сюда не заходит. Посмотрите, как здесь красиво. Играет музыка. Ну, я бы не сказала, что приятная, но, блин, целый зал наш. Такие ставни классные. Очень красиво. Правда, музыка, которая здесь играет, вообще не в тему. Ну да. А вот вторая половина библиотеки. Not every day is easy, but I'ma keep it breezy. Not every day is easy, but I'ma keep it breezy. Каких-то моих личных замечаний меня очень удивляет, что здесь меню на русском, очень много табличек на русско-английском и сербском. С нами в ресторанах тоже говорили по-русски. Ну, конечно же, количество русских. Мне кажется, что мы на поезде ехали, точно половина вагона было русских, а то больше. В автобусе из бара в Буду мы тоже ехали с русскими. Здесь везде русская речь. И это, конечно, немного удивляет, но мне кажется, сейчас это не новшество. Еще мы заметили, когда мы сидели в ресторане, и ты уже заказал еду, тебе сразу приносят чек. То есть мы, например, с Андреем заказали, сначала он заказал себе еду, потом я. И пока я еще заказывала, ему уже принесли чек. И у нас получилось 2 чека, и это тоже очень странно, что они моментально приносят чек. Сам город нам очень понравился. Клево, что сохранили старую набережную. Там, где пришвартованы лодки, это тоже очень классно. Нет никаких заборов. Прикольное соединение старого и нового города. И в целом, я думаю, очень классно погулять по старому району. Это очень красиво, зайти в этот музей, в котором мы были. И в целом, я думаю, если у вас есть возможность съездить в Черногорию хотя бы там на несколько дней, я думаю, оно того стоит. Потому что виды, конечно, очень классные. Знаете, на контрасте с Белградом, конечно, настроение немного другое. Хотя в Белграде тоже очень здорово, но, конечно, природа Черногории — это вообще другой уровень. Они пошли проверять бассейн. Мы туда заходили, но там ясень красный, нельзя в верхней одежде. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, я вижу человека. Это персонал, да? Да.
Сейчас посмотрим, что там. Короче, бассейн и вот эта спа-зона находится на 7-м этаже. Мы надеемся, что здесь никого нет, но звуки говорят другое. Хай. К сожалению, мы не одни. Есть еще одна пара, но надеюсь, что они скоро уйдут. Короче, есть здесь баня, душ, туалет. Я не знаю, комната для наказанных. Солевая что-то там. И там сверху бассейн. Ну, в целом, я уже видела, как это выглядит на фотках. Ничего такого вау. Но интересно. Знаете, такое чувство, что ты купаешься в гараже у бати. Клево. Так, ребята, мы спустились на шведский стол. Вот такой наш шведский стол. Да, каша прикольная. Но на самом деле здесь то же самое почти. Только вот есть еще вот такие штуки, что у нас было с Аней. И есть сок. Кайф. Вот такие посадочные места. Нам принесли наш омлет. И мы взяли вот такие тарелки. Там еще был кофе. Вареный, да? Нет, это с машины. С машины. В общем, приятного аппетита! Сейчас мы уже на вокзале покупаем билет в Котор. Вам нужно прийти на вокзал, подойти к кассе и сказать, что вам нужно в Котор. Все просто. 4 евро стоит билет в одну сторону. Вот так выглядит билет. Сейчас пойдем в автобус. Сам вокзал в Будве выглядит как-то так. Наш автобус отправляется только через 25 минут. У нас есть время. И я вам немного расскажу о своих впечатлениях и покажу вам вокзал. Город мне напоминает Сочи, наверное, потому что это единственный какой-то курорт, на котором я была. Но мы с Андреем вчера весь вечер об этом говорили. Это очень положительная сторона Сочи, если так можно сравнивать Будву. Потому что здесь, похоже, очень застройка, но все это сделано очень мило, ненавязчиво. Ну, я сейчас говорю про новую застройку. Понятное дело, что старый город, он потрясающий, и его ни с чем не сравнить. Но новая застройка, она тоже не такая уж и плохая, как многие мне говорили до приезда сюда. И в целом мне здесь очень понравилось, все супер чистенько, все очень доброжелательные, милые. Мне кажется, это то место, куда я буду возвращаться с какими-то приятными воспоминаниями. И пока что все очень-очень классно. На территории автовокзала вот так выглядит центральный вход. Есть какой-то мини, не знаю, зоопарк, если можно так назвать. И здесь есть вот такой житель. Малыш. Такой хорошенький. Еще здесь есть утки. И мы еще видели павлина. Но сейчас его не видно. Он где-то вот там. Вот, пожалуйста, у нас есть вот такие вот ребята. Мы доехали до Котора. Идем от автовокзала к центру города. Еще хотела добавить про интернет. Мы с Андреем все эти дни без интернета решили не покупать симку, потому что у нас есть интернет в номере, и нам этого в целом достаточно. Сейчас мы скачали карты Котора и собираемся спуститься вниз, посмотреть центр города и подняться наверх. И у меня такое чувство, что я вижу то место, куда мы хотели изначально пойти. Сейчас я вам подсниму. Так, я не знаю, может быть, вот это то место, куда мы пойдем. Но это не точно. Пока что все это выглядит как-то так. Блин, какой цвет воды. Камера, кстати, вообще не передает цвет. Ну, в общем, она прям изумрудная. Я думала, что это крепость, которая ведет на гору. А ты говоришь, что это проход в город. Сейчас посмотрим. Но мне кажется, что да, это проход типа в старый город, как в Будве. Но выглядит это очень клево. Офигеть. Блин, как красиво. Просто люди идут на работу. Как вам такое? Это Котор.
Вон котер. Ну. 3 котера. 4 котера. 5. 6. 7. Привет. Походу, да, это реально проход в старый город. Ребята! Так я думала, это башня, типа, музей. И ты поднимаешься наверх, и все. А я даже не думала, что здесь старый город. А я думала, сова. Я думала, он ниже. Блин, может быть, действительно котер в честь котов? Да. Как вы считаете? Потому что здесь на открытках везде коты, на улицах везде коты. Шоперы с котами. Блин, ну прикольно, я не знала об этом. Как вы поняли, я очень люблю котов и кошек. Это просто наш рай с таким видом. Так, вот мы добрались с вами до набережной. Ну, очень интересно, потому что получается старый город, кроме как смотровой площадки, никак не связан с набережной. И мне кажется, это очень зря, потому что в Будве как раз-таки старый город — это часть набережной, и выглядит это очень классно. А здесь на набережной какие-то непонятные парковки, все перекопано, там небольшие яхты стоят, и в целом видно, что по набережной люди вообще не гуляют. То есть основная часть туристов — это именно вот в этом старом городе, где мы только что были. И сам город, мне кажется, он, ну, плюс-минус обычный. Какие-то разбросанные дома разных форм, все как всегда. Мне кажется, Котер — это тот город, куда 100% нужно поехать. Он супер европейский. Если вы побываете здесь, можно сказать, что ты был, в принципе, во всей Европе, потому что действительно город очень похож на любой город в Европе. И вот так заканчивается эта крепость. Очень красиво. Зашли перекусить. Андрей заказал себе лосося и картошка, да, там снизу. Да. Я заказала рыбный супчик, выглядит очень аппетитно по цене. Лосось стоит сколько? 15, где-то 16, ну, 14 евро. Суп не знаю, сколько стоит, но мне кажется, он недорогой. Мы покушали, поднимаемся к этой крепости. Как она называется? Святого Иоанна. По навигатору и по отзывам подниматься нам час. Сейчас это посмотрим, так ли это или нет. Но подниматься уже достаточно тяжело. Но радует то, что здесь почти нет людей. И погода не жаркая. В жару здесь очень тяжело гулять. Так, ребята, мы забрались там, где вот этот собор, который я вам показывала с вокзала. Вот такой вид открывается. На самом деле дорога не такая сложная. Мне кажется, мы поднимаемся минут 10. Но, судя по дороге, там еще есть куда подниматься. И мне кажется, верхушка это вот там. Хотя, может быть, еще выше, не знаю. Так, прошло 20 минут, как мы поднимаемся. И знаете, это вообще очень тяжело, однако. Ой. И судя по виду сверху, вон, видите, нам еще достаточно долго подниматься. И впереди нас идет дед, и он очень бодрый. И это, конечно, помогает не расслабляться. Очень тяжело. Если бы сейчас было лето, я бы просто умерла. Но это того стоит 100%. Это второй большой перевалочный пункт. Вот так это выглядит. И вот там можно разглядеть еще тропу. А мы уже прошли, получается, вот столько. Да, выглядит очень клево. Так,
Мы дошли практически до самой вершины. Сейчас будем подниматься к тому флагу, к которому мы все это время шли. У меня такое чувство, что там будет очень много людей, потому что обратно уже шло достаточно большое количество. Ребята, мы дошли. Фух. С обратной стороны у нас тоже идет тропа. Посмотрите, кто там снизу. Козлики с колокольчиками. Очень красиво. У нас сейчас спрашивают, за сколько мы дошли. И Андрей такой, 25. И я смотрю на время. Нет, мы в 20 минут были только на первой крепости. А дошли мы за 50 минут, представляете? Причем мы достаточно быстро шли, мы особо нигде не останавливались. Да, советовали останавливаться. В общем, карты не врут, и интернеты тоже. Это того стоит. Обязательно, если будете в Которе, поднимитесь и возьмите с собой, наверное, теплую одежду. Летом, наверное, надо. Ну, летом, да, наверное, одежда не нужна будет, но еды и воды точно стоит взять. У нас день третий. Мы идем опять с автовокзала. Решили купить билеты обратно на автобус. Я не знаю, что из этого выйдет, но мне кажется, это весело, потому что мы никогда, наверное, не преодолевали такой долгий путь на автобусе. Чемодан сейчас мы оставили у моей клиентки в отеле. Прикольно то, что она живет прям в соседнем здании от нас. У нас уже было выселение, и сейчас мы с Андреем решили погулять. Дойдем до этого острова отдельного в Будве. Я уже не помню, как там собор? Святый Стефан. Собор или не собор. Короче, я вам покажу, куда мы идем. Думаем дойти туда пешком, но, может быть, по пути сядем на автобус, потому что вроде как идти туда 3 часа, но это не точно по набережной. Подсниму вам, покажу. Билет, кстати, обратно мы купили на автобус за 31 евро с человека. В принципе, на поезде он стоил, кажется, столько же. Мои знакомые, которые мне говорили про Черногорию, они вроде советовали на автобусе добраться. Я не помню. Но поезд точно всех эти. Мы наконец-то дошли. Весь путь занял 2,5 часа, и мы с Андреем подумали, что все то, что мы видели на пути, мне кажется, несравнимо с этой крепостью, островом, потому что на пути нам встречались очень классные пейзажи. Ну, конечно, вы уже это видели, но если у вас есть такая возможность пройти этот путь от Будвы до Святого Стефана, мы вам советуем это преодолеть, потому что, мне кажется, если вы доедете на автобусе, это будет вообще совсем не то. И я думаю, весь этот путь того стоит. Scandalized, taste my bitter heart, no.